света. Нарушение работы органов и чувства, которые возникают на фоне заболевания, и чувства, на которые есть смысл обращать внимание при выборе правильного питания, именно эти чувства чаще всего приводят к проблемам в этих органах согласно тибетской медицины. Итак, первое. Мозг, потеря памяти, раздражительность. То есть, если вы испытываете раздражительность, если у вас потеря памяти, необходимо обращать внимание на мозг. В случае, если у человека есть проблемы сердца, то у человека появляется паника. В случае, если у человека есть проблемы селезенки, у него появляется тревожность. В случае, если у человека есть проблемы почек, у него возникают страхи. В случае, если у человека есть гнев, у него возникают заболевания печени. В случае, если у человека есть проблемы легких, у него появляется заболевание депрессии. Основными заболеваниями считали заболевания крови. В тибетской медицине они назывались прямо заболевания крови, и считалось, что переизбыток солей в крови приводит к угнетению деятельности почек, мочевого пузыря, суставов, костей, половых органов, надпочечников, позвоночников, мозгов, глаз, щитовидной железы. Чем устраняли? Устраняли красно-зелеными ниточками, обматывая вокруг больных органов. Чем лечили? Препаратами. Мы можем полечить препаратами депосалт, подагрин, метикс. Можем использовать мази, бишофит, артрозин. Второе. Переизбыток углеводов лечили горечами, которые вводили в рацион питания. То есть горькие специи, горькие продукты. То есть, допустим, это выглядело так. У человека больная печень, то ему вводили полынь в рацион питания. Его заставляли принимать пижму. В случае, если у человека есть проблемы печени, желчного пузыря, иммунитета, желчного пузыря, сердца, сосудов, щитовидной железы, поджелудочной, вен, мышц, там, проблем с составами крови и кровообразования, устраняли это бело-желтыми нитками, обматывая на запястьях, и лечили горечами. В нашей компании есть горечи, в следующих продуктах нашей компании это амарум горечи дуйко, это лунглины, сурактамы. Дальше переизбыток жиров, который приводил к заболеваниям легких, лечился заболеваний легким, позвоночника, толстого кишечника, хрящей иммунитета, селезенки, желудка, поджелудочной железы, надпочечников и лимфосистемы. Устраняли фиолетово-синими нитками, лечили острыми вкусами, пекучими кислыми ягодами, кислотами, имбирем. Принимали препараты на основе железняка, принимали каолин, каменное масло, маточное молочко, гармониксы, это в нашей препарате. Дополнительное очищение крови можно использовать в нашей компании препарат гемартан. Для дополнительного очищения лимфатической системы препарат лимфонорм. Для дополнительных препаратов от хламидиоза использовать прокмарти альбикам. И устранять глистов из организма. Это препараты противоглистные нашей компании популин, гельминфит и роагула. Очень часто люди спрашивают меня: Андрей Андреевич,